Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк 7-го левела ИС. Прошу любить и жаловать, проходная прокачиваемая ветка. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово нашему мехводу Петровичу. Итак, танкисты, коллижная модель нашего ИСа. Да, ну и давайте разбираться. Начнем с корпуса. НЛД. Там, где у нас нет траков. У нас на НЛД на этом танке траки висят. Вот видите, светлые области 116, 115, 115. А где траки уже до 140. И как для НЛД 7-го левела тяжелого танка, это вполне себе очень даже крепко. ВЛД у нас рикошетное. Оно находится под хорошим рикошетным углом. И поэтому здесь просто приведенная броня дает рикошет 437 миллиметров. Нифига себе рикошет. Вот это ВЛД, да. Подбашенная рубка, люк мехвода 107, рядом 129, 129, 184, здесь 161, 164. В целом-то даже неплохо на самом деле. Что-то дотанковать будем. Касаемо башни, маска орудия, кругляк вокруг ствола 150, 100, здесь 110, вот здесь по центру, кстати, есть места с этой точки на 191. Но в целом это сотка. Чуть выше, понятно, там 238, ниже 114. Здесь тоже сотка. Здесь 101, все как положено. Ну, вот здесь скосы 170, до 300, до 200. Щеки рикошетные у башни, не пробить. Да. Вот, но есть вот такой вот кусок дерьма на башне. Да, командирский обзорный лючок этот 110-90 миллиметров. Вот, борт у нас 91, вверху 103. И посмотрим, давайте, а как танкует. А танкует он божественно. Вы подставляете, правда, вот эту вот щеку подбашенной рубки. 123, 137, 153. То есть вот сюда ему, конечно, будут набрасывать. Но даже здесь, в принципе, все равно броня какая-никакая есть. Какие-то обычные снаряды одноклассников иногда все равно даже и этим местом отбивать будем. Касаемо модулей. Обязательно на этом танке качайте топовую рацию. Качайте топовый двигатель для лучшей подвижности и подвижности на месте, топовую ходовую. Вот. Пушку на эту машину надо ставить тоже, стремиться к топовой. 8-го левела. Поэтому со стокового орудия даже не идем вот на эти две пушки, мы про них забыли. Идем через топовую башню на топовое орудие. Топовая башня нам что? Что-нибудь прибавляет? Нет, она нам ни хрена не прибавляет, кроме обзора, который нахрен тяжелому танку особо-то и не нужен. Касаемо топового орудия. Это 122 миллиметровка, и всем известная Д-25Т. 390 альфа, 530 на фугасе, 175 пробитие на основном, 217 на голде, 61 на фугасе. Пушка заряжается долго, 12,3, но это на стоке, мы это можем все раскачать оборудованием, там, перками экипажев, не знаю, инструкциями. 1900 дпм, 0,46 точность, 3,4 время сведения. Да, у нас прям говно точность 0,46, но это танк прорыва, он играется в упоре. Вблизи будете перестреливаться. И сведение, конечно, у нас больше 3 секунд, это беда. По полевой модернизации. Во втором слоте качаем вездеходную ходовую. В четвертом притирку шествия наведения, улучшаем сведение нашей пушечки. И на пятом блоке качаем звукоизоляцию. По оборудованию ставим сюда турбину, ставим сюда закалку и ставим сюда досел. Если вы готовы на этом танке катать без турбины, этому танку хорошо зайдет, поскольку у нас сведение не самое лучшее, возможно, даже усиленные приводы наводки, потому что пушка невероятно долго сводится. Но это смотрите сами. Я играю на этом танке вот на таком комплекте оборудования, и мне все нравится. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, летит 780 метров в секунду, слабовато скорость.
Голда у нас подкалиберный снаряд. Скорость полета 975. Вот это норма. А осколочно-фугасный, так же как и бронебойный, 780 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой. По плюсам и минусам данного агрегата. Что касаемо орудий. У нас, как для 7-го левела, невероятная альфа в 390. И танк этот играется от брони и от альфы в размен. У нас достаточное количество хп, мы его сейчас дальше посмотрим. По пушке некомфортные ИВН у нас, достаточно посредственная скорость полета на основном снаряде, но вот голда летит здесь достаточно быстро, знатно, да. Время сведения орудия больше все равно 3 секунд, точность улучшилась, но все равно это 0.42 и ДПМ 2400. Пушка создана для игры в упоре. Не надо на ней пытаться играть на средних расстояниях или уж тем более на дальних. Вы не ПТ САУ, вы тяжелый танк прорыва, и будьте уж любезны отыгрывать эту роль на этой машине. Касаемо ХП, у нас все хорошо на закалке, как для семерки, 1370 это very best. По мобильности на турбине 38 вперед, 16 назад у нас чуть больше 16 лошадей на тонну удельная мощность. Да, он даже с турбиной все равно медленный, но без турбины он просто не едет, вот просто. Поэтому я здесь не ставлю какие-то там приводы, не знаю, УМП и что еще можно поставить. Я все оставлю турбину, я хочу на этом танке быстро передвигаться, что и вам советую. По обзору у нас 376 метров, ну, слепой танк, ничего не поделаешь. Далеко он не смотрит, и соответственно, только в упоре играть. Предлагаю же отправляться в бой. Давайте пощупаем этот танк, на что, собственно, он способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. ИС, советский тяжелый танк 7-го левела. А кто у них? А, у них гриль, да, арта. Попали на Прохоровку. Поедем играть. Я так мыслю, на центр. ЛТшку бы пригвоздить у них было бы вообще хорошо. Да. I think без боя они не сдадутся. Да, Что без ж, боя тем мы не интереснее сдадимся. будет. Не-не, едем на центр. Вот такой красавчик, гля. Советский тяжелый танк. Проходная прокачиваемая ветка. Ребят, я на центр один поехал. Вы понимаете, союзники, кто? Ну, вы понимаете, вот к чему приводят вот такие раскаточки? А я вам расскажу. Мы бой сольем. Танканули. Ща гриль начнет мне наяривать 5-го левела. У них такой есть. Это наш засвет. «400» насветили, это же здорово. Поблондим пока.
О. Все, авангард. Готов. 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 Уничтожен. Вот почему надо играть на центре, ребят. Светим. Мы уже 833 насветили. Вот, артовод у них проснулся. Есть. Меткий выстрел. Какая же приятная альфа, блин. Сводимся, стреляем. Промахнулись. Очень странно на самом деле. О, Пробил его! конечно, пробил. Так. Тигрулечка, да? Что там за светик-то будет, нет? Где вазик-то? Головазик. Ну чё, сумма 2К дали. Нормально. Как для 7-го левела сойдет. Проверь-ка. О, хороший выбор. Только царапнули. Я буду искать вас, и я найду вас. И я уничтожу вас. Гаддем, я теперь просто мишень. Можно ехать. Гусеницу починили. Не пробил. Какая Есть же альфа пробитие. сочная, а? Ребята, какая же альфа. Все, свободно. Отлично. Я Уволили. был уверен, что этим все и закончится. Вот так. мы Взорвали. решаем Все, проблемы. победили. 3, сколько у нас? Ага, 3600 суммы. Вот почему на этой карте, на тяжелых танках, надо ездить на центр вначале. Потому что вы насветите, по ходу боя настреляете. Хороший ли танк? Да, мне нравится. Вот единственное, у ВНов, конечно, часто не хватает, но в целом сочная альфа, как для 7-го левела. Хорошее бронирование, достаточно точное орудие. Имба советская. Ох, да. Второе место по урону мы заняли. Да, но у нас еще вот насветили.
заблокировали урона вражеского сколько. Хорошая ли тачка? Хорошая, почему нет? И вся ветка, она комфортная, я это говорил в ранее в других обзорах, там и на КВ-1, на КВ-1С на квасе. Ребята, по пятибалльной системе 4 с небольшим минусом, почему не твердая четверка? За вот это вот. За отсутствие УВН в минус 6, это даже не минимально комфортно, это минус 7, а у нас минус 6. Хотелось бы, да, побольше, но нет. В целом, танк все равно годный, играбельный. Можно получать удовольствие от игры на этой машине. Ребята, у кого есть ИС, пишите свои комментарии, как вам этот агрегат, нравится, не нравится, какое вы используете оборудование. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы под видео. А я вам говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.